Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Видео незапланированное и короткое. Обзор полета на Ан-26. Никогда до этого не летал на этом типе самолета. Совершенно случайно совпали два пункта. Оказался в соседнем Ярославле и нужно было попасть в Питер. Судьба сама привела в жемчужину Золотого кольца, город Кострому. Времени посмотреть город было буквально 1,5 часа, поэтому дальше центра не уходил. Для себя отметил множество старинных торговых рядов, как наследие купеческого времени. Они расположены в центре как змейки и сочетают в себе большую шумную ярмарку и множество маленьких магазинов и мастерских. Встречаются такие, в которые хочется зайти и унести с собой весь прилавок. Ну посмотрите, какой сыр! Здесь пожалел, что с собой полный рюкзак, в который уже ничего не поместится. На прилавках продавали местные сушеные грибы и разные соленья. Продавец предложил решение отправить домой курьерской компании. А что? Это мысль. На центральной Сусанинской площади возвышается архитектурная доминанта. Сначала принял за маяк, но оказалось, это пожарная каланча, в которой сейчас действует музей пожарного дела. Не совсем подходящая погода мне досталась для прогулок по городу. Низкие серые облака, срывался дождь и холодный ветер. Решил не идти на набережную Волги и приехать или прилететь в Кострому, когда будет тепло. Иду пешком в сторону аэропорта, который сам по себе уникальный, и в нем базируется уникальная авиакомпания – Костромское авиапредприятие, в парке которого есть самолеты Ан-26. Все знаки ведут в сторону торговых рядов. Издалека показалось, стоит огромная тарелка инопланетян, которая оказалась городским цирком. Давно не был, кстати. До вылета осталось около 2,5 часов. Решил поехать пораньше, быть первым на регистрации. Вызываю такси, ехать 12 минут, максимум 250 рублей. Заказ берет Захид с хорошим рейтингом на черной Ладе Гранта. Машина быстро приезжает. На торпеду у водителя вертолет, но с авиацией он не связан. Аэропорт находится практически в городе, всего несколько километров, но технически в деревне Сокеркино. Отсюда и название аэропорта. В будний день пробки отсутствовали, доехали даже быстрее. Из окна увидел самолеты и попросил остановить на остановке, дальше прогуляюсь. Уехали далеко и возвращаться по грязи не было желания. Увидел только вертолет Ми-2 Тверской авиакомпании «Конверс Авиа», который готовили к вылету. По информации в интернете, этот борт – частый гость в Костроме. Территория аэропорта – запретная зона, проход запрещен. Взлетно-посадочная полоса длиной всего 1700 метров может принимать даже реактивный Як-40. Смущает меня вид неба. Что-то тучи становятся ниже и гуще. Держу кулачки на летную погоду. До аэропорта можно добраться общественным транспортом. Есть автобусная остановка и несколько проходящих маршрутов. Но обратите внимание, когда остановка заканчивается и даже полоска для людей со слабым зрением, у вас всего два варианта – дорога с проезжающими машинами или грязная обочина. В сторону терминала также нужно идти по автомобильной дороге. Удивлен отсутствием тротуара. На въезде или входе лужа и какие-то странные флажки. Личная догадка – это некие сигнальные объекты для учеников-водителей больших машин. На пути в аэропорт встречал грузовики с огромными буквами «У». Здесь нет никаких парковочных автоматов, зато есть некое устройство с одной стороны обочины, закрывающее половину дороги, аж с 2 гаражными замками, на всякий случай. А куда делась вторая часть? А вот и терминал. Здание построено еще в 1975 году по типовому советскому проекту небольшого регионального аэропорта. С того времени мало что изменилось, остался классный архитектурный ретро-облик. На территории базируется Костромской аэроклуб ДОСААФ России и авиакомпания «Костромское авиапредприятие», которая принадлежит правительству Костромской области. Сейчас у авиакомпании 6 воздушных судов, 3 самолета Ан-26 и 3 вертолета Ми-2 и 2 Ансата, которые занимаются медицинскими перевозками. Все-таки есть шлагбаум, но это, скорее всего, закрывается территория на ночь. А в диспетчерской вышке никого нет. На постаменте стоит вертолет Ми-2 в ливреи Костромского авиапредприятия, хотя когда его установили, он был в цветах советского ГАИ для патрулирования дорог областного значения и никогда не летал в этих цветах. На вид состояние отличное, за ним следят, как будто и не памятник. Летное поле огорожено глухим железным забором. Никто не должен смотреть на секретный перрон. Не понимаю этого повсеместного закрытия вида. Около входа такая милая просторная беседка. Может быть для ожидающих или встречающих, но точно не курилка. Стоит большой соответствующий знак. 2 часа до времени вылета. Пора идти в сторону регистрации, так как онлайн это сделать невозможно по причине отсутствия такой опции на сайте авиакомпании. Внутри терминала небольшой зал, буквально на один маленький самолет и уже несколько пассажиров, которые приехали раньше меня.
В углу работал телевизор, включенный на какой-то авторской программе канала «Вести». Он привлекал внимание всех, даже службу безопасности на входе. На территории такого маленького терминала часовня. Пассажиры и сотрудники могут уединиться и духовно отдохнуть. В зимнем расписании у авиакомпании всего 3 рейса в неделю. Да-да, это не ошибка. Среда, пятница, воскресенье – 1 оборотный рейс в Санкт-Петербург с фиксированной ценой в одну сторону – 4191 рубль. На входе стоит сканер, такую модель помню из глубокого детства. Он все еще выполняет свои функции. Проверка была строгой. На входе сотрудник сказал, во сколько начнется регистрация. За 1,5 часа до вылета. Стойка регистрации одна, перед ней огромные весы. Еще есть время, посмотрим, что еще есть. Вот, машу вам. В здании есть одно свободное окно, но с ограниченным видом на перрон. Ми-2 еще не улетел. Рассмотрю таблички на стенах. Ограничение по ручной клади всего 5 килограмм и багаж 10. Судя по списку, есть летом или были рейсы в Казань и в Анапу. Вот это ответственный подход. На видном месте висит копия сертификата эксплуатанта номер 489 от 2012 года. В ожидании находится максимум 10 пассажиров. Или самолет будет пустым, или все приезжают под конец регистрации. Перед вылетом билетов в продаже не было. Думаю, все-таки второе. На дороге увидел 2 девушек, которые шли к терминалу, скорее всего, с автобуса. Плюс 2 пассажира на рейсе. Регистрацию начали ровно за 1,5 часа. Попросили взвесить рюкзак, он, на удивление, оказался на 1 килограмм меньше ограничения. Выдали посадочное около окна с правой стороны. Дальше строгий контроль безопасности с разуванием и дополнительными вопросами. И попадаю в просторный зал ожидания где-то на 60 посадочных мест. В зале есть крошечная зона для детей, телевизор и кулер с водой. Можно сказать, не часто встретишь бесплатную питьевую воду на территории аэропорта. А вот и цель сегодняшнего видео. Красавец Ан-26. Не обращаем внимания на эту вывеску, мы в общественном месте и нарушений воздушного кодекса нет. И мы не на перроне. Самолет, один из 3 Анов, который будет выполнять рейс, стоит, можно сказать, лицом к пассажирам. Вход у него не с левой стороны, как обычно у пассажирских самолетов, а с правой, и этому есть объяснение. Ан-26 начал выпускаться аж в 1969 году как транспортный самолет для военных и гражданских задач на базе пассажирского Ан-24. Самолет, который стоит перед нами, был выпущен как грузовой 27 января 1983 года, но в 2003 году конвертирован в пассажирскую версию. Добавили иллюминаторов, кресла и сделали дополнительную шумоизоляцию. Вот посмотрите, машина аэродромный воздушный отопитель готова начать обогрев салона самолета через надутые рукава, и будут заходить они через грузовую рампу, которая осталась конструктивно в самолете. Через нее военные, например, десантируются. Но какой высокий уровень заботы о авиакомпании как о самолете, так и о пассажирах. Сотрудник перрона качественно протирает иллюминаторы перед вылетом сначала щеткой, а потом сухой тряпкой. За перроном возвышается какая-то ржавая заброшка, похожая на недостроенный ангар. В него бы поместились все самолеты авиакомпании. А здесь отвисла челюсть. По перрону шустро едет МАЗ 500 серии, который последний раз видел много-много лет назад. Модель выпускалась до 1979 года. Раритетный какой экземпляр. Заправку самолета начали за час до вылета рейса. В среднем самолет потребляет около тонны керосина за час полета. К самолету направился экипаж. В кабине Ан-26 работает целых 5 человек. Это не современные самолеты, где достаточно 2. В годы его разработки возможности по автоматизации в кабине были ограничены. 2 членов экипажа сделали обход самолета, и каждый обязательно посмотрел и проверил все лопасти, покрутив винт. В это время через рампу завели рукава с теплым воздухом и начали обогрев салона. До вылета оставалось 50 минут. Салон Ан-26 вмещает около 40 пассажиров. В зале ожидания было 32 головы вместе с моей. Вы же знаете, что бортпроводники считают людей по головам. К самолету подвезли багаж и начали загружать через пассажирскую дверь. Слева подъехала еще одна машина с большой фермой, назначение которой мне было непонятно. Здравый смысл подсказывает, что это точно не заправка, так как уже был МАЗ. И это не противообледенительная машина, так как на улице не та погода и ферму присоединяют проводами к двигателю. Еще стоит тележка рядом с самолетом, значит в ней скорее всего аккумуляторы, а тогда это так называемая стартовая машина для запуска двигателей. Началась посадка, дежурная попросила следовать пешком по перрону к самолету. Вокруг пахло авиационной смазкой, старыми аэродромными агрегатами и еле уловимым духом советского времени, когда авиация дышала иной романтикой и нежностью. Вхожу. Просторно. Могу стать в полный рост. Необычная тишина. Салон 10 рядов, соответственно на 40 пассажиров. Кресла современные и удобные. Мое место на 3-м ряду,
на котором иллюминатор расположен не очень удачно, зато хороший вид на шасси и двигатель. Шаг кресел маленький, но коленками не достаю. Огромный столик. Пришлось втянуть живот. А в кармашке персонализированная для этого самолета инструкция по безопасности. Все заняли места, в тишине, громко зажглось табло на панели. Выход, застегнуть ремни и не курить. Самое важное, нарушать нельзя. А в коробочке справа установлена видеокамера. А с другой стороны инструменты для работы бортпроводника. Есть вид на 4-лопастной винт. Провода от стартовой машины подготовлены, но еще не подключены к самолету. Вдруг она как начала реветь, показалось, что запустили двигатель. По перрону пошел дым. Сотрудник сначала вставил коннектор от машины в вилку-аккумулятор, выключил из генератора соединение с тележкой, серьезная какая вилка, и подключил второй провод от машины на свободное место, дополнительно проверив, что все соединения надежно установлены. От шасси убрали противооткатные упоры. Сначала показалось, пневматик как-то поврежден, но это просто вода. Стартовая машина заревела и задымила еще сильнее. В это время начался запуск двигателя с другой стороны. Через пару минут пришла очередь запуска и с моей стороны. Этим видом и звуком нужно насладиться. Запущены и работают на малых оборотах. В это время наземный техник отключают два провода, которые использовались для запуска. Далее он закрывает розетки, проверяет и отгоняет машину. Всем пассажирам предложили карамельку, раза в 2 по размеру больше, чем классическая взлетная. Еще какое-то время пилоты меняли режимы работы двигателей, но мы стояли на месте. Уважаемые пассажиры, командир корабля Дмитрий Андрей Алексеевич, экипаж Костромского авиапредприятия рады приветствовать вас на борту самолета Ан-26 выполняющего рейс номер 17 по маршруту Кострома-Санкт-Петербург. Наблюдая за запуском двигателей, совершенно забыл про приветствие бортпроводника и информацию про рейс, которую озвучили до запуска. Не расслышал фамилию командира, только то, что его зовут Андрей Алексеевич. Начали руление за 5 минут до планируемого времени взлета. Полоса находится рядом с терминалом, доберемся быстро, однако взлетать будем с другой стороны, прямо в сторону Питера. Руление было быстрым, иногда самолет заезжал в лужи и немного подпрыгивал. В конце полосы развернулись, несколько минут, говоря простыми словами, погазовали на месте и начали плавный взлет, качаясь при разгоне по полосе вверх-вниз под громкий шум турбовинтовых двигателей. Взлета заметил, шасси не остановилось, а продолжало крутиться в момент уборки в нишу. Может быть, кто-то знает, оно тормозится внутри или крутится, пока само не остановится. Это же лишняя вибрация. Давно не видел такой красивый медленный взлет. Все Airbus и Боинги взмывают в небо и набирают высоту мгновенно. Здесь же размеренно, с возможностью насладиться костромскими осенними пейзажами. Решил посмотреть надписи и технологические отверстия на двигателе. Зарядка гидросистемы, зона для заправки или подкачки гидросистемы рабочей жидкостью, траверса с шасси, наверное, доступ к элементу механизма крепления и уборки. Генератор и аккумуляторы – это те коннекторы, которые использовались на Земле для запуска и питания самолета. Вот только непонятно, почему слово «аккумуляторы» написано с 2 буквами «О». Посмотрел в интернете, но никакого объяснения не нашел. Не может же быть это просто ошибкой. Время полета из Костромы до Санкт-Петербурга – 2 часа. Расстояние меньше 1000 километров. Над каждым креслом около иллюминатора есть большой плафон освещения, который управляется суровым выключателем и освещает несколько мест вокруг.
Над аварийным выходом заметил еще один плафон. Перед открыванием двери убедитесь в полной остановке воздушных винтов. В моем полете на АТР в Анапу, видео есть на канале, на нем винты были расположены как-то ближе к фюзеляжу, а на Ане двигатели разнесены дальше. И еще один момент. Иллюминатор снаружи оказался грязным, хотя его перед вылетом мыли и протирали. На месте на третьем ряду у меня не фиксировалась спинка и постоянно откидывалась. За мной сидела пожилая женщина, которой было неудобно коленям, они у нее начали болеть. Бортпроводница предложила пересесть на последний ряд, было свободное место. Пересел, здесь не совсем есть окно, но можно посмотреть, и вторая часть полета будет с другого ракурса. Еще бортпроводница сказала, что высота нашего полета 4900 метров, а скорость 470 км в час. На последнем ряду по-другому ощущается звук от работы двигателей. Можно говорить, не повышая голоса. В центре самолета сильнее, и еще добавляется вибрация. На потолке какая-то направляющая рельса для крана, грузовое прошлое самолета, а за шторкой как раз доступ к рампе. Уверен, обратно провести конвертацию и перевести груз не составит большого труда. На потолке посреди салона вот такая странная загогулина. Не знаю зачем, но опять же, возможно, как-то связано с грузовой системой. Может быть, вы знаете, мои знания в советской технике ограничены. На последнем ряду шаг кресел больше, чем на первых. Легко можно закинуть даже ногу на ногу. С другой стороны на стене висит короб с гидросистемой управления рампой. И кажется, с той стороны меньше иллюминаторов. Кстати. Маленькое но. Когда вы летите на Ан-26, нужно обязательно на регистрации просить ряд, где есть иллюминатор, потому что не везде они присутствуют. Либо он так расположен, что смотреть неудобно. Застегнуть ремни выключили через минут 30 после взлета. Пойду посмотрю туалет. Он в передней части самолета. Пока расскажу про билет. На сайте авиакомпании нет онлайн-продажи. Можно купить только через агентство. С комиссией вышло 4572 рубля. Наверное, где-то можно купить по официальной цене авиакомпании. А вот и туалет. Если сравнивать с современными самолетами, просторный, можно не то что развернуться, а даже, не знаю, сделать зарядку. Хотя зачем в туалете делать зарядку? Идеально чисто, не пахнет, есть все принадлежности, но вот только тусклый свет и громкий звук от двигателей с большой вибрацией. Вот так выглядит входная дверь. Никаких в то время технологий и слов. Двери в положение Armed, проверить дверь напротив. Здесь же небольшой коридор, где слева туалет, справа зона для багажа и отсек для оборудования бортпроводника. Думал, почему так просторно? А в салоне нет багажных полок. Посмотрите на размер прохода. Можно легко обойти тележку, в отличие от 737-х и 320-х. Не ожидал на этом типе, на таком рейсе и за такие деньги какой-то сервис для пассажиров. Обратил внимание на логотип авиакомпании. Мне нравится цветочек из самолетиков. На выбор был чай черный, зеленый или кофе. На десерт предложили шоколадку. Мило и заботливо, роскошное обслуживание для такого рейса. В кармашке нашел рекламу паблика авиакомпании в сети ВК. После полета подписался. Обслуживание закончилось, и минут 40 мы просто летели под монотонный гул двигателей. В иллюминатор был ограниченный обзор из-за облачности и не самого прозрачного стекла. Бортпроводник Анастасия объявила лицом к салону о начале снижения. Попросила пристегнуться, загорелось табло «Застегнуть ремни», двигатели резко снизили обороты, стало даже тихо, и мы начали плавное снижение. Несколько слов про бортпроводника. В салоне работала одна, постоянно улыбалась и как будто заботилась о каждом пассажире. Душа этого рейса. В облаках потемнело. По иллюминатору поползли струи дождя. Мы выпустили очень рано шасси и закрылки, самолет начал двигаться во всех плоскостях. Особенно было не по себе, когда на посадке кренился влево-вправо. Чем ближе самолет опускался к земле, тем заметнее становилась его стабильность. Посадка оказалась удивительно мягкой и плавной. И было ощутимо, как после касания земли двигатели перевели в режим реверса тяги, чтобы быстро остановить самолет на полосе. Обожаю этот звук изменения режимов работы двигателей. Внутри громко, и снаружи его слышно далеко за пределами аэропорта. Всегда знаешь, что прилетел или вылетает Ан. Обратите внимание на высокую скорость движения по перрону. А рулили мимо Боинга 737-800, который готовился к вылету в Архангельск. Телетрапу наш самолет точно не поставят, как минимум потому, что дверь с другой стороны. Бортпроводник сказала о правилах выхода из самолета.
В целях соблюдения балансировки первыми приглашаются пассажиры с последних рядов кресел и попросила всех оставаться на своих местах до приглашения к выходу. Несколько минут все сидели спокойно. Как только разрешение было получено, все забыли про правила и начали вставать на перегонки. К самолету уже подключили передвижное питание. Вот он какой красивый четырехлопастной винт. И фюзеляж поближе с признаками тяжелой эксплуатации. К самолету, к переднему шасси, подключили железный провод заземления. На перроне техник заботливо тряпочкой протирал створки шасси, только у него были логотипы Костромского авиапредприятия на спине. Скорее всего, он прилетел с нами на рейсе. Мне понравился полет на таком советском раритете. Авиакомпания поддерживает технику в отличном состоянии. Это видно по многим мелочам, которые попали в мое видео. Через час самолет улетит обратно в Кострому. На полосе долго разгонялся для взлета длинный А321 авиакомпании S7 дневным рейсом Пулково-Новосибирск. Из автобуса увидел интересный, редкий сейчас в России тип 737 модификации 700 авиакомпании «Якутия». Нужно как-нибудь полететь этой авиакомпанией. На выходе пассажиров в здание терминала образовалась очередь из автобусов, как часто бывает в Шереметьево. И в сторону выхода делать дела в прекрасном Питере. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Следующее будет длинным.